Твоему малышу уже 2 года, а он молчит как партизан? У других детки давно болтают, а ты уже вся извелась и не знаешь, что делать. Главное, не паникуй. Ты не одна такая. Привет, меня зовут Екатерина, я психолог-мотиватор, и сегодня мы разложим по полочкам, когда ребенок должен начать говорить, как ему помочь и когда стоит действительно волноваться. Так когда же ребенок должен начать говорить? Давайте разберемся. Смотри, есть средние нормы. В 6 месяцев лепит. Не просто баба, га-га, да-да. Как будто он пробует быть диджеем, да, вот он такие звуки произносит. В год это уже должно быть первое осмысленное слово. Не биткоин, конечно, но мама, баба, дай. Вот мои детки начали со своего любимого слова «дай». Вот так и продолжают. А в 1,5 года это должно быть уже около 10 слов. Они могут быть на каком-то своем детском языке, но это должны быть уже слова со смыслом. К 2 годам должны быть уже фразы из 2 слов. Например, «мама, дай», «кот спит». К 3 годам уже предложения и до 1000 слов словарного запаса. Иногда даже их может быть слишком много. Включается такой режим нон-стоп, как в радио. Но, друзья мои, это ориентиры, это не приговор. Один начинает говорить в 9 месяцев, другой в 3 года. И потом уже он и рот-то не закрывает, даже если нам очень хочется. Теперь что делать, если хочется ребенку помочь? Вот без паники, без давления. И первое – это говори с ним постоянно. Не просто ешь, спи, сиди, а смотри, вот яблоко, оно вкусное, оно красное, давай я тебе его разрежу. Он может молчать, но в мозгу все записывается, вот как в черный ящик самолета. Второе. Книжки с картинками. Когда вы их смотрите, ты говоришь, кто это? Собака. Как она говорит? Гав-гав. Эмоции, жесты, звуки. Здесь будет работать все. Третье. Как ни странно, пой. Даже если ты поешь, как уставший тюлень. Песенки, считалки, ритм – это супер для развития речи. И четвертое. Простые игры. Дай на, где мячик, покажи носик. Играй и между делом называй все, что видишь. И, наконец, пятое. Не спеши выполнять все его желания без слов. Ребенок тычет пальчиком на сок. Отлично! Спроси, что ты хочешь? Сок? Скажи сок. Даже если он скажет «со», это уже победа, дорогие мои. А теперь важный момент. Тебе стоит обратиться к специалисту, если ребенок в 2 года вообще не говорит, не реагирует на имя, не показывает пальцем, не пытается повторять даже звуки. Это точно повод поговорить с логопедом, неврологом и детским психологом. И не потому, что все плохо, а чтобы убедиться, что все окей. Или же время начать помогать ребенку. Сегодня я хочу показать тебе несколько классных развивающих игр для речи. Итак, первая игра – повторюшки. Развиваем звукоподражание. Цель игры – научить ребенка повторять звуки, развивать артикуляцию и слуховое внимание. Что нужно? Только ты и немного терпения. Как играть? Посмотри на ребенка и скажи простой звук. Баба, папа, мама. Покажи, как двигаются губы. Можешь немного утрировать, чтобы он видел артикуляцию.
Подожди, пока ребенок попробует повторить. Даже если он скажет просто это уже начало. Хвали его за каждую попытку и говори: ого, ты сказал ба, молодец. Повтори несколько раз и меняй звуки. Там пи-пи, ту-ту, гу-гу. Как это будет помогать? Это тренирует слух, мышцы рта и желание подражать взрослому, потому что это основа для первых слов. Вторая игра. Кто как говорит. Учим звуки животных. Цель. Развить речь через звукоподражание и ассоциации. Что для этого нужно? Картинки с животными, игрушки или просто твои руки и фантазия. Как будем играть? Покажи картинку или игрушку. Смотри, это корова. Спроси, как говорит корова? Скажи с выражением, с эмоциями, можно даже где-то покривляться. Попроси ребенка повторить. А дальше меняй животных. Собака гав-гав, кошка мяу-мяу, уточка кря-кря. Фишка этой игры в том, если ребенок не повторяет, не страшно, он слушает. И через пару дней вы услышите, возможно, даже где-то в ванной. Как это помогает? Звукоподражание – это мостик к настоящей речи. А еще так формируется словарный запас и внимание. Третья игра. Коробка с сюрпризом. Она стимулирует словарный запас и диалог. Итак, цель игры – учить новые слова, приучаться к диалогу. Что нужно? Небольшая коробка и 5-6 знакомых предметов. Ну, например, машинка, ложка, мяч, там, мыло, расческа. Как играть? Поставьте коробку перед ребенком и скажите: угадай, что тут спрятано. Доставайте предметы по одному. Каждый раз спрашивайте: что это? Какого оно цвета? Что с ним можно делать? Дай ребенку потрогать, понюхать, постучать. Если он не отвечает, сама расскажи, но медленно и с эмоциями. Например: о, это мяч, он круглый. Он скажет бум-бум-бум. Как это будет помогать ребенку? Ребенок запоминает слова, учится описывать предметы и вовлекается в общение. Четвертая игра. Пальчиковые стишки. Это моторика и речь. Цель игры – развить мелкую моторику, а ведь это напрямую связано с речью. Что вам нужно? Твои руки и знакомые потешки. Как играть? Возьми ручку малыша и проговаривай стишок. Этот пальчик в лес пошел, этот пальчик гриб нашел, и трогай каждый пальчик. Или, всем известно, сорока белобока кашку варила, ты-ты-ты-ты-ты-ты, да? И води пальчиком по ладошке, потом зажимай пальчики. Повторяйте по несколько раз в день. Дети быстро начинают узнавать ритм и слова. Как это поможет? Речь и моторика связаны в мозге. Чем лучше работают пальчики, тем активнее развивается речь. И пятая игра – где, кто, покажи. Развиваем понимание речи. Цель – учиться понимать и выполнять простые инструкции. Что вам понадобится? Игрушки или картинки с предметами и животными. Как играть? Разложи перед ребенком несколько предметов. Ну, там кукла, машинка, мячик, зайчик. И скажи: покажи, где мячик? Когда ребенок укажет, похвали: да, молодец. Потом: а где зайчик? Ну и так далее. Дальше можно усложнить. Дай мне мячик. Положи машинку на стул. Покажи, кто катается.
Как это будет помогать ребенку? Он научится понимать речь, реагировать на вопросы и выполнять команды. Это уже шаг к диалогу. Если тебе понравились эти игры, ты можешь скачать подробный гайд с ними, ссылку на который я оставлю под этим видео. И самое главное, не сравнивайте своего ребенка с соседским, с племянником или там с гением из ТикТока, который в 2 года читает стихи Пушкина. Ваш ребенок развивается в своем темпе. Но если ты рядом, разговариваешь, поешь, играешь, ты уже делаешь для него очень много. Дорогие мои, подписывайтесь на канал, если хотите больше таких простых и полезных видео. И обязательно поделитесь этим выпуском с подругами, пусть и она выдохнет. Ведь ты прекрасная мама, а слова обязательно придут, просто чуть-чуть попозже. На сегодня у меня все. Всем пока!